Ну чё же, друзья, всех приветствую на канале, меня зовут Исклер, и я рад вас всех видеть в суровейшем моде Total War. Я не буду перечислять, что этот мод вообще изменяет, но мод очень хардкорный, вообще считается в линейке модов Хойки 4. Я думаю, вам понравится данный видеоролик. Желаю всем приятного просмотра, не забывайте про лайки, подписки, комментарии и, конечно же, приходите на стримы, чтобы попасть в ролик. Кроме того, не забывайте про мою ТГХу, там много интересного. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами нечто особенным, что я давненько открыл для себя. Это сервис Купикод. Купикод превратился уже давно не просто платформу для пополнения баланса, но в настоящую игровую экосистему. Почему Купикод? Во-первых, здесь вы найдете самую низкую комиссию на рынке, и это не просто слова. Используя мой промокод, который я оставлю в описании видео, который вы видите на экране, вы получите дополнительную скидку в 10% на покупку игр гифтом и уменьшение комиссии на пополнение на 2%. Как работает сервис? Все происходит в 3 простых шага. Вводите свой логин, промокод и выбираете способ оплаты. И самое важное, Купикод никогда не запросит у вас пароли или другие конфиденциальные данные, что делает его одним из самых безопасных способов пополнения вашего аккаунта. Также хочу еще отдельно сказать про раздел «Недоступные в РФ» на сайте Купикод. Это шанс получить игры, которые из-за региональных ограничений недоступны в обычном магазине Steam. Не нужно создавать новые аккаунты или искать обходные пути. Купикод уже все сделал за вас. Ну и конечно же из приятного под концовочку. Сервис предлагает кэшбэк на каждое пополнение и покупку для зарегистрированных пользователей. Это значит, что чем больше вы используете Купикод, тем больше получаете плюшек. Подведем итоги. Я рекомендую вам посетить Купикод и убедиться во всех этих преимуществах лично. Не забывайте использовать мой промокод для получения дополнительных бонусов. Все ссылки и промокод найдете в описании и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра ролика. Смотрите, ребят, мне вообще донатер сказал взять любую страну, которую я хочу. Типа, возьми любую страну. Я думаю взять какую-нибудь, знаете, ну не маленькую страну, но какую-нибудь такую средненькую. Ну чё, давайте, наверное, брать, я возьму, наверное, Литву, ребят. Так, мы хотим слышать ёпарды руководство по моду Total War. Ну кому нужны руководства? Я и так все пойму, ё-моё. Задача на сегодня объединить Прибалтику. Так, выберите национальный фокус. Национальных фокусов у нас тут нету, да? Пойдемте на развитие политики. Свободные военные заводы. Но смотрите, пока что по производству тут что еще надо? Ну это как... Ой, а вот они те самые бля. А можно вернуться обратно в 44-й? Вот, мне уже страшно. Мне уже страшно, я вам реально говорю. Что тут дальше? Роты обеспечения. Как будто-таки легче выжить за Рейх в 44 году. Это что-то... Зачем я сюда зашел? Ладно, давайте, все, погнали. Немножко так плюс-минус я понял, что тут делать. Давайте сразу вот это и давайте сразу вот это. В принципе, в принципе, все как есть. Ух ты, объединение Испаньола. Ну, слушайте, Лига наций тут даже есть. Кто? Что говоришь? Не слышу, громче говори. Короче, кто-то на осудительные вещи там орет. Осуждаю на всякий случай. Не дай бог там про Эфиопию что-то плохое говорится. В этом моде линейные вспомогательные роты более специализированы, что побуждает игроков создавать исторические общевойсковые дивизии. О, так это мод с упором на реализм, типа, да? Реалистичный мод, говорят, и один из самых тяжелых в этой игре. Ну, как мне сказали, это типа один из самых тяжелых модов в этой игре. Я в него, если что, впервые сижу. Ничего не знаю, что тут делать, ничего не знаю, как тут быть и так далее. Ну, что-нибудь придумаем, разберемся. Да что у меня Гитлер постоянно орет? Осуждаю! Это в игре? Нет, это я говорю, братан. Ну я так и понял. У меня там на фоне, блин, как его, Гитлер стоит там. Так, погнали на развитие вооружений сейчас по-бырому. Надо больше винтовок делать. Больше винтовок, богу винтовок. Ух ты, ё-моё. А у нас это Франция коммунистической стала. Историчненько. Мод историчненький. Так, производим больше винтовок, богу винтовок. Потихонечку начинаем обеспечивать нашу армию. И давайте в пехотку зайдем. Давайте изучим полевое снаряжение, но новейшее, такое современное для этих времен. Для нашей армии. О, я жду Сталина или кого там. Чистка началась. Советский Союз отказывается от польского требования извинений. Польская операция НКВД Советской службы безопасности в 1937-1938 годах была массовая операция НКВД, проведенная в Советском Союзе против поляков. Вот такие вот у нас решения, да. А вы что думали? В сказку попали? Нифига. Так, что у меня там по коммунизму? Коммунизм растет? Отлично. Государство Насьон Францез аннексировано. Захвачено 66 единиц техники. Так, может гражданскую войну бахнем? Слушайте, а давайте гражданскую войну бахнем. Чем мы тупим с вами, а?
по-быренькому гражданочку забабахаем и все. Нельзя коммунизм. Тебя просто сховают и конец игре будет. И чё, я буду жить, я буду воевать, все будет хорошо, не волнуйтесь. Они убрали бонус в этом моде. Слышите, они бонус в этом моде убрали на 500 человек, и нахера я в коммунизм переходил? Ошалеть, вся моя тактика пошла по одному месту, вы прикиньте? Только что все, на что я надеялся, захерилось. Блин, а чё, погнали обратно тогда в фашизм, ё-моё. Фашизм тогда будет для нас более, получше, мне кажется. Посмотрим, как еще боевые действия будут вестись. Надеюсь, мы выиграем эту войну против Литвы. Латвии, точнее. Я хочу выиграть войну против Латвии. Антонас Никус приносит сникерс. Давайте назовем нашего правительства сникерсом. Сникерс приносит революцию государства Литва. Ахиллес, спасибо за 50 рублей. Так, у меня и растет партия Железные Волки. Я думаю, не знаю, буду я в фашизм переходить или нет. Раз тут бонусов все равно нету на идеологическую лояльность. Посмотрим. Антонас Никерс ставит под сомнение латышский суверенитет. Все, мы готовы воевать против Латвии. Так, распределяем наши дивизии, пока время есть, как говорится. Распределяем. Ну чё, мужики, с Богом? Так, ну чё, попробуем. Ах, Тун! Пошла возня. Так, надо на 3-й скорости лететь. Не понимаю, как воевать тут пока что. Подождите, ребят. У меня, кстати, есть штурмовики. Я штурмовики себе закупил. Нормально. Сейчас нашу авиацию выпустим, полегче будет. Еще Big Russian Boss на фоне заиграл. Ну, вообще сказка. Пойдемте обходить, короче, этих латышей. Режет травку. 600 мужиков потеряли, 600 подписчиков потеряли. Контратака пошла. Вот сюда ротейшн делаем. Пошла литовская, пошел литовский контрнаступ. Что происходит? Чего они так долго идут? У меня со снабжением вообще все в порядке? Я просто не понимаю, может у меня снабжение херовое? Мобилизируй леса. Не хочу мобилизовать леса. Пытаются выйти из-под окружения. Укрепить быстро. Все, отлично. Первый котел сделан за сегодня, слышите? Первый котел сегодня организован. Ну вот они котел распустили. Надо вот сюда обходить котел, видите? Тут котел можно сделать большой. Попробую обойти, но главное им еще вот тут нельзя не дать эту занять. Центр. Блин, они мне котел хотят уже сами брать. Мобилизуй почву, мобилизуй якорь. Ребят, вы не на том стриме немножко. Поехали на рельсах обратно. Ну хотя бы рельсы тут работают, ё-моё. Что происходит, не понимаю. Но я закотлю сегодня хоть кого-нибудь. Ну чё, давайте сразу в Ригу поедем. В жопу эту местность, в жопу эти котлы. Давайте сразу в Ригу поедем. Попробуем хотя бы против Риги что-нибудь сделать. Ригу захватим, это подъем для всей нации будет. Еще бы речку форсировать вообще было бы здорово. Ну чё, Ригу мы с вами взяли. Латвия близка к капитуляции, уже еще сильнее. Но все равно недостаточно. Надо, короче, вот эту херню захватывать. Попробуем ее обойти сначала, наверное. У меня столицу захватили. Что происходит? Ну я так понял, что у них, что у меня просто дивизии не хватает все это, как его под контроль брать. Давай, просто иди, мужик. Топай, как никогда не топал в своей жизни. Дивизии очень медленно идут, слышите? То есть реалистично даже сделано. А не так, что они просто за пару дней все там территории объезжают. А как котлы работают? Почему они не истощаются, если я... Может, у них центр снабжения из-за этого не истощаются? Потери 7000, но у них потери 4000. Но мы Ригу взяли. Прикиньте, если здесь в этом моде играть за мажора, это вообще жизнь будет полная. Тут реально через механизацию надо все делать. Я сейчас после этой войны буду стараться как-то на механизацию уходить, а не чисто пехотой. Ну давайте победку оформим. Давайте. Вот эта дивизия, медальку, ребята, первый донат, который приходит, называю победоносцев наших, которые Ригу захватили. Иду ага в палец в честь вашего доната, ё-моё. Так, первая победа в войне уже достигнута. С трудом, но достигнута. Мы не слились в первой же стране, это важно. Фулл захват. И все корабли сюда. Все, мы стали сильнее. Бой. Погнали теперь готовить войну против Эстонии. Сколько? А чё так дорого? Блин, мне не нравится вот тут сосредоточение немецких войск, если честно. С СССР давай это дружить. Я буду с тобой отношения улучшать, чтобы ты мне в спину не влетел. Так, давайте смотреть. Спасибо, Ахиллес, за 50-очку. Давай называй ее Сынепилия. Ну или мой ник. Давай. Ахиллес. Ахиллесовская дивизия звучит-то нормально. И надо ей обязательно медальки дать, чтобы она хотя бы посильнее была, слышите? Давайте дадим им организацию. Да, давайте организацию, меньше страдать будет. Иди в фашизм. Стич 50 рублей закинул. Слушайте, а мы здесь ничего?
А нахера мы здесь военный завод строим? У нас же Мемель Рейх отберет по итогу. Нахера мне здесь военный завод? Я могу здесь военные заводы переносить или нет? О, наконец-таки я начал оправдывание цели войны против Эстонии. Надеюсь, мы по-быстрому с Эстонией этой разберемся. Подчинение, кстати, на Латвии растет. То есть нормально наши гарнизончики, наши с вами войска справляются с этими бунтовщиками. Вообще зашибись. Вот сейчас все нравится. Вот сейчас все офигенно идет. Блин, Советский Союз победил в гражданской войне. Надо откат обратно делать в коммунизм. Германия требует Мемель. Да, держи свой Мемель, забирай. Не больно он мне и нужен, как говорится, да? Так, дивизии, по идее, там готовы к развертыванию. 25 новых тысяч солдат. Артиллерия, кстати, у меня появилась. И артиллерия, кстати, пока не появилась в большом количестве. Искл будет Междуморье за Литву. Я постараюсь сделать, но посмотрим, как это... Польша уступила Данциг. Французская коммуна и Польша уступила Данциг. Советский Союз победил в гражданской войне. Вот такие вот дела. Зачем умирать за Данциг? Правильно? Правильно. Кстати, это мой шанс влететь в эту, в Польшу. Ага. Когда ее гарантирует независимость все союзники. Ну чё, полетели. Объявляем войну нашему врагу. У меня тут есть авиation. Авиation есть? Авиацию сюда переводим. Кстати, нифига тут авиации много. И вот сюда ставим полетать. Давайте пробовать ополчение пробивать, потому что это слабые дивизии, и конницу будем пробивать. Ну тут слушайте, тут победа изичная. Это наша каточка. У Эстонии слишком слабые войска, чтобы нас сдерживать. Мы тут уже еще и Латвию немножко к себе присоединили, поэтому сейчас пойдем просто далеко. До Таллина сразу потопаем сейчас. Можно через конницу даже пойти наплевать. А вот здесь вот так до Таллина потопаем. 2 дивизии в Тарту отпускаем. Но Тарту они решили подукрепить. Но мы их сейчас тут перехватим немножечко. Летим. Вообще уверенно. Когда пролетаю на этом повороте 300 км в час. Что происходит? Мы тут котел образовали из эстонских дивизий. Но снаряжение быстро улетает, хочу сказать. Нет. Не сметь укреплять Таллин. Таллин мой. Все, мы Таллин захватили. Победа. Эстония капитулирует. Забираем все регионы Эстонии и завершаем эту победоносную быструю войну. И что мы делаем? Правильно. Объединяем Балтийское государство. Объединение Балтийских государств. Завладев всеми землями, принадлежавших Балтийским государствам, литовское правительство приступило к реинтеграции новых территорий. Балдежка, ребят. Первую миссию мы уже с вами выполнили. За сегодня мы смогли с вами объединить Балтику. Польша на меня войну напала. Что? Или кто на меня войну напал? Да, Польша напала. Фух, тогда не страшно. У Польши же эту восточную Польшу забрали. Фух, тогда плевать. А меня кто-нибудь в альянсик возьмет? Пожалуйста. Вось надо. А я улучшаю отношения с Гитлером, чтобы вось вступиться. Он даже пока что со мной пакт о ненападении не хочет заключать, чтобы вы понимали. Вообще не хочет меня. А мы бы сейчас так смачно с Рейхом Польшу поделили. Я прямо уверен в этом. Ну сейчас сидим, развиваемся. Польша Венгрию объявила войну. Польша войну Словакии объявила. А чё Польша у нас творит, слышите? А хотите прикол? Польша просто самоубилась. Типа Германия воюет только против Польши, даже с союзниками не воюет, прикиньте. Советский Союз объявил войну Польше. Ну какая-то у нас альтернативно Вторая мировая началась, шарите, слышите? Потому что Советский Союз в альянсе с Францией, Британия сейчас воюет против Третьего Рейха французской коммуны, а Третий Рейх засоюзничал с Советами. Видите, что происходит? Так, ладно, давайте попробуем что-нибудь спланировать с Финляндией. Я попробую все-таки как-нибудь Финляндию захватить. Давайте попробуем высадку сделать. Как вам идея высадку провернуть? У меня есть конвои, у меня есть какой-никакой флот. Может, мне этого флота хватит, чтобы пульнуть войска Хельсинки. Что, делаем, ребят? Обкакаемся с высадкой. Да я тоже думаю, что меня финны отпердолят. Ну чё, не нападают? Давайте присоединяемся. Вступить в войну. Ну чё, полетели, братцы. Ленинград, знаете, чей будет сегодня? Наш. Вот по такому пути сейчас пойду атаковать. Нет, чтобы у нас дивизии не убежали. Вот по такому пойду пути атаковать. Аккуратненько. Аккуратненько будем расширять нашу зону контроля. Так, аккуратный план выполнения приказов. Так, ладно, отменяем все приказы. Я понял, будем руками пробиваться. У меня дивизии тут просто полное говно некоторые. Но будем помогать немцам пробиваться в основном. Вот тут давайте пробьем вот эти каски. 8-я, 18-я пограничная дивизия. Сейчас мы ее пробьем. Так, а вот тут, глядите, тут укрепление нам отдали. Правильно, правильно, так и надо. Пойдемте Псков захватим. Манчжурия нам радиооборудование дает. Так, отлично. Попробуем сегодня, Питер взять под контроль. Может получится. Ну тут, смотрите, Советский Союз как будто вообще поплыл. Посмотрите, у Советского Союза толком дивизий нет. Он отдает территорию за территорией. Если мы сейчас никак-то не заруиним, это легкая победа для нас будет. Лугу захватываем.
Но тут еще немецкие войска сильно помогают. Мы, если что, потеряли 6000 человек, а Советскому Союзу я урон нанес... Ну, слушайте, я теряю солдат пока что больше, чем наношу урона. Из-за того, что, наверное, наступательные действия веду. Давайте попыточку Ленинград взять. Нет, пока что не будем. Солдат нету. Солдаты кончаются, милорд. Люди кончаются, милорд. Дивизии я распускать не буду, может быть, еще пригодятся. Во, нашли пробоину. Пробоину нашли, слушайте. Наши с вами остландские войска нашли пробоину в советской обороне. Сейчас окружим Ленинград. Можем же, окружаем Ленинград. Ленинград падет сегодня. Давайте, надо отвлекать дивизии. Немцы, помогайте, немцы, давайте, немцы. Победка будет, переходим реку, Неву переходим. Нет, ё-моё, нет, они успели укрепиться. Мне не помогли мои братулечки. Ну, если честно, Третий Рейх даже до Смоленска не дошел. А уже на минуточку 41 год, если чё. Советский Союз уже потерял 750 тысяч бойцов. Рейх потерял от Советского Союза 300 тысяч бойцов. Мы потеряли 18 тысяч бойцов. Мы же в основном наступаем. Оборонялись бы, я думаю, бы меньше потерь у нас было. Тут еще итальянские дивизии, я вижу, фигачатся. Но они нас очень сильно из пригорода хотят выбить. Я буду, конечно, стараться держать пригород, но не знаю, насколько меня хватит. Это что, историческая блокада? Кстати, реально, как будто блокада историчная, да? Здесь укрепление 8-7 из 11. Вот что мы ничего сделать не можем. А если бы я успел свои дивизии вот сюда отправить через речку, тут тоже укрепления были. Ё-моё, вот что тут ничего не получается такого провернуть. Ну да, надо их отрезать от снабжения как-то. Ну смотрите, немцы атакуют, давайте поддержим. С нескольких направлений, может удастся продавить. Но мне кажется, я просто солдат... А нет, продавливаем. Подключились еще союзные войска. Продавливаем, братцы, продавливаем. Нет, помогайте, нет, почему только мы остались воевать? Блин, ну просто, походу истощили сильно дивизии. На гарнизоны 150 тысяч уходит, слышите? Давайте-ка мы отдадим-ка Третьему Рейху, блин, хотя бы Рославль, Смоленск. Вот эти регионы, слишком много уходит на регионы, я вам хочу сказать. Они отказываются, прикиньте, какую подлянку мне сделал Рейх. Я теперь вместо Рейха обязан обеспечивать регионы, чтобы тут не бунтовали люди. У меня 152 тысячи солдат на регионах стоят. Вот тут все ломается, это вообще жесть. Блин, мне бы пробить вот, давайте-ка подведем дополнительные резервы вот сюда под гавань. Во, стоило нашим войскам вступиться, слышите? Давайте Волхов сейчас берем. Ну сейчас получается блокада, слышите? Давайте, мужики, поддерживаем. Немцы должны меня поддерживать. Ну почему только я своими силами атакую? Давайте. Слушайте, а мои войска пробивают советские, успели взять. Ой, хорошо как. Так, отлично, ребят, полублокада сделана, Сейчас берем Волхов, тут дивизии истощились у них сильно. На Волхов сразу идем толпой. Ну чё, мужики, Волхов наш? Мы взяли центр снабжения советской армии. И Ленинград у нас не в котле. Знаете почему? Потому что вот здесь снабжение идет. Блокады еще нету, так что не радуемся. Да, взятие Ленинграда еще жить и жить, как говорится. Между прочим, кстати, Третий Рейх уже так сильно истощился, хочу сказать. У него дивизии на фронте не все полные. Смотрите, что произошло! Немецкие войска смогли пробить вот тут линию обороны. Мы сейчас Ленинград можем взять. Плацдармик возле Ленинграда на другой стороне реки. Тут еще и аэродром. Вот эта дивизия сейчас у меня сыграет роль смертника. Она попробует задержать вот эти отступающие силы. Все, мы заняли плацдарм на другом берегу реки. Осталось только Ленинград сам взять. Но под Питером как будто-таки безысходность, если честно. Здесь укрепление надо выбомбить, никак выбомбить не можем. Спасибо, аноним, за гимн Советского Союза. Просил не ставить, поставили. Я не сомневался. О, это голосовое сообщение. Поздравь меня. У меня сынок родил. Немного заебал меня. Осуждаю. Ну чё, мужики, будем пробовать? Высадимся в Випуре, закрепимся в Випуре, может они силы свои растянут, на это расчет. Надеюсь, сможем что-нибудь придумать. А чё у меня войска вот тут на фронте не херачатся? Ну-ка, давай-ка вот так сделаем, участок фронта какой-нибудь. Давайте еще вот здесь переключим свое внимание. Давайте вот здесь еще повоюем. Под Москвой где-нибудь вот тут, в сторону равнин. Вот сюда назначу вот такой вот приказик. Может получится сейчас, слышите, вот здесь пробиться. А чё тут немцы не пробивают вот эти дивизии? Это же халява, вообще халява халявная. Это вообще дивизия говна полного стоит. Укрепленный район дивизия. Ополчение вообще. Чё мы здесь не пробиваем вот эту дивку? Немцы, чё вы стоите? Вы можете Москву взять. Стоят, что-то ждут. Чего ждут? Так, поплыли. Поплыли, мужики! Высадились. Да, они перетяжку сил делают, но мне кажется, меня сейчас тут закроют. Я рассчитывал, что они почти все свои силы уберут, а не пару дивизий. Эх, потопили моряков. Ну ладно, флаг им в руки. Ай-яй-яй. Гитлер, спасибо опять за 200 рублей. И что там опять за голосовое сообщение?
Но Гитлер там отжигает вообще не по-детски, я хочу сказать. О, кстати, смотрите, немцы наконец-таки получили снабжение на севере. Так может вы пойдете пробиваться тогда на севере вот здесь, а не стоять как истуканы? Где бункер Гитлера? Приведите меня туда, меня это уже начинает бесить, ё-моё! Только с Польшами и умеем воевать. Надо отводить свои войска. Слышите, надо опять отводить войска на безопасные линии, чтобы они не истощались. Я просто теряю снаряжение драгоценное. Бежим с позором. Ну чё, мужики? Очередная попытка высадки сейчас будет на ваших экранах. Попробуем, мужики, попробуем. Ничего не теряем, надеюсь. Плывут наши смертники. Просто мужики без касок, без бронежилетов. И сразу 2 дивизиями мы идем вот сюда, Випури речку переходим. Советский Союз на этот раз... Глядите, Советский Союз на этот раз не стягивает войска. Неужели операция «Морской Балт» удалась? Не верю своим глазам. Нет, нет, нет. Пресс F мужикам. Слишком долго они шли. Не дошли по итогу. Давайте сломаем тут что-нибудь тогда. Саботаж. Ну блин, ну меня даже немцы, ну меня никто не поддержит. Ну что это такое, блин? Ладно, сейчас железку тут достроим, может что-нибудь будет. Короче, Советский Союз пошел в контрнаступление, но пока что это контрнаступление ему больше минусов дает, чем плюсов. Хотя под Ржевом, глядите, пробиваются, захватывают те провинции, которые раньше были под моим контролем. Они что, нам шанс дают? Ой, какая хорошая атака. Молодцы же вы мои. Это центр снабжения достроился. Прикиньте, центр снабжения достроился у меня здесь. И сразу все пошло. Просто стоило воткнуть центр снабжения. Питер падет до конца 42-го года. Вот она же. Блин, я так счастлив, как будто сам не успели дойти. Да что наши дивизии так медленно идут? Давайте, топайте, мужики, за царя. Правда, какого царя я не буду называть. Окружаем полностью Ленинград. Полное окружение Ленинграда и перекрытие снабжения. Пошли перекрывать снабжение. Центр снабжения заролял. Вы посмотрите, что немцы творят. Сразу после того, как центр снабжения забабахали, пошло-поехало. Вот что творят центр снабжения в этом моде. Все, я теперь в этом моде только центр снабжения буду строить. И в итоге мы битву за Ленинград выиграли. Ленинград наш. Пал 10 декабря 42 года. Затащили. Котелочек какой тут смачный. Погнали под Москву залетим. Под Москву. Москву еще возьмем сегодня. Ребята, стоило просто построить один просто голимый узел снабжения и завертелось пошло. Вы прикиньте. Да Советский Союз уже даже эти песни не помогут. Мы продавили. Все, фронт посыпался у Советского Союза опять. Я подправил свои войска в бой. Подмосковье. Сейчас где-нибудь в Купчино залетим. Есть! И дальше вперед. Ни шагу назад. За Москву. На Москву. 7 укреплений в Москве, но мы долбимся. Всей аравой нашей, вот этой немецко-итальянско-балтийской аравой вхерачимся просто. На Москву, просто все на Москву. Вот это бои, это вообще жесть, ребят. Москва пала! Москва в окружении! Нет, не в окружении. Москва в окружении опять! Москва пала! Под нашими войсками. Отряд 21 января. Армянский армянин 2 зашел и захватил Москву, советскую столицу. Объединяем теперь все дивизии под одну эгиду, под одного генерала. И надо просто дальше лететь. Искл, у нас тут женщина в чате. Да плевать, я Москву и Питер захватил за месяц. О чем речь? У меня сейчас вот такие вот приоритеты пока что. Продолжаем наступление на Ярославль, Горький, Нижний Новгород. На юге воюй, там у Рейха застой. Да все, у Рейха застой прекратился. А что с Рейхом произошло? Он как будто баварского пивка бахнул и просто полетел вперед. Что произошло-то? Я что-то даже в шоке с такого Рейха. До капитуляции Советского Союза осталось 4%. Какие же это долгие 4%? Короче, давайте все. Отступаем. Пускай тут Рейх уже сам заканчивает. Отступлю под Москву. Буду Москву держать. Так, забираем регионы. Ё-моё, а что мне забирать? Хотя бы дай Питер заберу, ё-моё. Новгород, Карелию заберу хотя бы для сухопутной границы. Москву-то я не заберу. Москву заберу, слышите? Вот так сделаю еще. Или некрасивые границы будут, если так сделаю. Или Москву все-таки надо забрать. А может марионеточку забабахаю, братцы? Вот сюда вот так, Москву, а сам себе заберу Ржев и Новель. Во, вот так сделаем. Блин, хватит у меня счета перебить Третий Рейх или не? Забрали все-таки Ржев. Супер. Почему у нас Монголию и Тануту забрала Великобритания?
Британия? И почему у нас Великобритания забрала юг? Это что за мирные конференции такие прикольные в этой игре? Вы посмотрите, тут Великобритания, которая воюет с Германией, то есть вот эти территории оккупированы немцами, нами. И их все равно забирает, если что, Британия. Это что за приколы такие? Демократические, да-да. Корабли забрать не могу. Могу Капскую коммуну корабль забрать. Ну все, подтвердить, выйти. Ну чё, Российская империя появилась у нас на карте мира. Вот он наша марионеточка, как говорится. Вот она, красоточка. Российская империя. Маркиан Маркелов. Маркиан Маркелов управляет этой империей. Чей батя, признавайтесь? Ну чё же, братцы, вот такая вот партеечка вышла у нас в Total War. Мне люди сказали на стриме, что нужно попробовать в этом моде сыграть за мажора, например, за Рейх либо Советский Союз, и попробовать уже там выжить. Ребятки, вам будет интересен такой ролик или стримец? Если да, то накидайте лайков, накидайте комментариев, и благодарю большое за просмотр данного видеоролика.